So today we're going to be doing an alignment on this 2010. Категорически приветствую всех участников форума сход-развал help.ru. Вот есть интересный ролик по измерению автомобиля. В частности, вот товарищ нам показывает, что он имеет в наличии Mazda 2010 года, Mazda 6. Для измерения используют стенд сход-развал John Bean, Visualiner Pro 32, что характерно. Показывают вам мишени. Сверху задние мишени, снизу маленькие. Для того, чтобы загнать автомобиль на подъемник, сажусь за руль. Now that we're on the lift, we want to make sure we're centered on the Смотрю front turntable. слева, что колесо установлено посередине поворотных кругов. С другой стороны. Looks good there. We'll flip the lift to put the air pressure so we can lift it up. Для того, чтобы поднять подъемник, That's the я sound открываю of the air кран. going to the hydraulic tanks. Судя по всему, у него пневматический подъемник. Плунжерный, но пневматический. То есть поднимается воздухом, а не гидравликой. Вот. Перед поднятием, типа, он там фиксирует автомобиль от прокатки. Now the tires are chalked. We'll raise the vehicle. Once it's raised to a height, we can walk under it. It will stop. I take a little PB blaster, pick it up. I go under Сейчас побрызгает он там регулировочные узлы, для того, чтобы там болты откисли в течение 6 секунд. And I come back out from under it. And I put down the working height legs for the lift. Для того, чтобы установить подъемник в уровень для качества измерения, вот, он откидывает стойки, которые предварительно отрегулированы, чтобы установить подъемник в горизонт или близко к горизонту. Put the legs down. Go back over to the lift controls. Lower the lift back down. Ну, идет обратно к крану, опускает подъемник на опорные стойки. I flip the lever back so I can raise the lift when I'm ready. Ну, для готовности работы он разгружает подъемник, то есть сбрасывает давление со стоек больших вот этих, которые пневматических, толстых труб. Вот. И подъемник полностью опирается на стойки опорные, вот эти маленькие красные. Ну, крепит мишени. Target a good pull. Make sure it's on there. You see. Now I got to go around and do this to each tire. I'll be back in a minute.
So now I keep a piece of paper with 3 lines on it, like this, at the alignment machine. I write the mileage down, the year of the car, что-то он там пишет, я только не пойму, что он там пишет. Я так понимаю, данные о клиенте. Только не понимаю, почему на листочке. I usually do this as soon as I get out of the car from driving it on the lift. So then, after all my 4 targets are put on the car, проверяет мишени. I go to the alignment machine. Идет к стенду вход-развал, к оборудованию. I hit OK. Нажимает ОК. I hit OK again. Опять ОК again. Ну, снова ОК. For this one, you either put in the person's last name. Я так понимаю, он ищет клиента по базе. Был у него клиент такой или не был? And I fill in the license plate number and the mileage. Then I hit OK. Забил данные, нажимаю ОК. Then we know it's a Mazda, so we scroll down till we find Mazda. Double click on Mazda. Said it was a 2010. Double click on that. 10-й год. And it's a Mazda 6. Mazda 6. So we find Mazda 6, all types, double click. Mazda 6, все all type, все модели. Данные, как видите, представлены в градусах и сотых долей градуса. Американцы это любят. Вернее, не то, что любят, у них так принято. Ну, выходим в компенсацию биения, run-out. So I walk over to the rear of the car. Ну, идет назад. Roll it backwards. Убирает опору для отката сзади и катает. Ну, правда, не показывает, как он катает, но берется за колесо, что в принципе неправильно, не очень правильно. Until the screen tells you to stop. You'll also hear it. Катаем, пока на экране появится картинка «Стоп». All right, right there. Удержим в этом положении. You hold it until you hear that beep. You push it all the way forward. What I do is I leave the tire chalk. Ну, катаем вперед до упора, который у нас стоял перед этим. In place. Then I just roll it forward until I hit the tire wheel chalk. The screen will beep again. Смотрим на картинку. If it makes that sound, that's telling you you might have a loose tie rod. At this point, you would jack up the front of the car. Звуковой сигнал сообщает нам о том, что компенсация произведена некорректно. Вот. Я не знаю, что он сказал, но в принципе в этом случае надо перемерить. Прокатку повторить. Он говорит, что типа все окей. То есть картинка, Стэн сначала выдает путевую, там, 3D-шную картинку, вот, а потом переходим уже к конкретной регулировке углов. То есть, значит, ну, сейчас он будет кастрами измерять. Для этого освобождает поворотные круги, удаляет стопорные пальцы. And I went around and I made sure each tire had the right amount of air pressure. You need to do that also. I'm going to get in the car, start it up. Для того, чтобы измерить, надо автомобиль. I'm on the screen for the front alignment specs. Для того, чтобы измерить кастры, автомобиль нужно установить на тормоз, грубо говоря, застопорить. So I get in, my foot on the brake, put it in park. Вот он с тормоза снимает на... Хотя, по-моему, на парковку поставил вообще-то, судя по движению. Но должен поставить на нейтраль. А или на парковку, чтобы удостовериться.
Ну, рулем влево-вправо покрутил, типа установить центральное положение руля. Перед этим автомобиль завел, что в принципе очень грамотно. Все правильно мужик сделал. Может быть, не совсем перед той операцией, но все же люфты руля и подвески рулевой он выбрал. Опять же, вот еще повторно он убирает люфты. Потом глушит, как вы видели. Выходит из машины, встает на определенное устройство, в частности лестницу треногу. Затормаживает автомобиль депрессором тормозной педали. Устанавливает на место. The other one is a steering wheel lock. I put that under the steering wheel, in the seat, press down, it's spring loaded, let it rise back up on the steering wheel, it holds it in place. Данное действие мне непонятно, зачем стопорить руль, если он собирается измерять кастер. Ну, сейчас посмотрим. Что он будет делать? Опять он идет к машине, к клавиатуре, нажимает верхнюю правую клавишу минус для того, чтобы войти в вид камер и изменить высоту подъемника и камер. То есть сейчас он будет поднимать подъемник и потом поднимет камеры. Он поднял на рабочую высоту. И для того, чтобы камеры увидели мишени, потому что он подъемник поднял, высоту подъемника изменил, вот, чтобы камеры увидели мишень, он начинает поднимать балку с камерами. И ориентируясь на показания на экране, он смотрит, чтобы все 4 мишени, которые расположены на колесах, были видны и легко читаемы. Ну, это уже не суть важно, он просто перемещает стойку для того, чтобы было очень удобно видеть экран из-под машины. Кстати, хочу обратить ваше внимание, в данный момент слева развал, вернее схождение минус, в смысле плюс 5, справа минус 15. Обращу внимание, что это в сотых долях градуса. Развал, если честно, не запоминал. До этого был слева 0 по схождению, слева был 0, справа был плюс 5 сотых. The tie rod adjustment. Got a light under here, and I will show you. You can see the tie rod. Ну, типа он заглядывает под низ, на подвеску. And take my 21mm wrench and break free the jam knot. Ну, берет ключи для регулировки. My 21mm wrench and the jam nut. Take a bar, put a bar on my wrench so I have more leverage, and back it off. Технических терминов, особенно на американском языке, не очень я знаком. Извините, ну, мне кажется, так все понятно. Ну, короче, контрагайку снимает, будет регулировать схождение. Free up the jam nut on the outer tie rod. Should I say, on the inner tie rod. So I'm going to look at the screen while I'm doing Смотрю на экран. And loosening the inner tie rod
is the direction I want to go to get the toe back into spec. So while I'm making this adjustment, I keep an eye on that screen. Сейчас, как вы видели, слева плюс 5, справа плюс 5, в сотых доля градуса. What I do, as I go past where I need to, when I'm making the adjustment, and then I bring it back into spec, I find this helps center and give you an accurate reading. Ну, имеет в виду, наверное, покрутил туда-сюда, посмотрел, там люфты там гуляют, не гуляют. То есть умеренно завалил, потом вернул назад и потом в контре фиксирует контрагайкой. Комбэк, ну, вернул назад, то есть, ну, тягу покрутил немножко вверх-вниз. Keeping it, содержать, вверх. So both sides are positive 5, which is right where we need to go. So now, we'll lower the car on the lift back down. Опустите автомобиль назад. I move my alignment machine back off to the driver's side, so when I am in the car, I can keep an eye on the alignment specs. Вот, стойку откатывает, подъемник опускает. Lower the camera. Опускаем камеры. Lower camera, опускаем камеры. Are centered in the screen. Смотрим на экран. Hit OK or enter. Окей, там, ну, все нормально, мишени видно. And this brings you back. Возвращаемся назад. To the adjustment screen for the front. Смотрим на экран вид передних, измерений передних углов. Readjust the steering wheel, and I double check the alignment specs. I go back over to my alignment machine. Опять иду к стенду под развал. The left hand, top left hand, and click on the printer. Ну, распечатку, короче, делает. Wait for the print screen to come up. Все довольно смеются. Это я от себя. OK, and it prints off the alignment specs. Ну, нажимаем ОК, чтобы выполнить распечатку. I put the alignment machine back where I leave it, centered under the cameras. Стойку откатываем обратно по центру подъемника. Raise the lift up just enough so I can slide my legs back up on the lift. Не совсем понял. Ну, наверное, хочет сейчас снять стойки, машину скатить в подъемник. If I can get my pins back in the turntables, I pin it. Что-то там про поворотные круги. Он, чтобы не повредить, надо их зафиксировать, наверное. Наверное, он про это говорит. Starting with the front, and I put that in the bottom. Kick up each leg. When I'm done with that, I'll be right back. I put the targets back. I make sure I put the smaller one on the bottom, so there's more space between the two, so you're not hitting the targets on each other. Что-то там про мишени рассказывает, маленькие, большие. At this point, when it's all printed, I go back, bring my mouse up to the top left hand, and hit on the home button. Используя курсор So мыши, возвращается назад. It's ready to go. И готов типа к следующему измерению. That if you do the trick when you're adjusting the tie rods on the front, if you overcompensate and then bring it back, I have really good luck with doing an alignment. I might, and I say might, get one alignment back out of 20, and that would be pushing it. Что-то With this там machine, I have really good luck. Регулировка передней оси, хорошая машина, удобная регулировка. Тили-тили, трали-вали. Короче, все довольны, все смеются, все надеюсь, что еще автомобиль приедет ко мне еще раз. Что-то типа такого. Где-то вот так вот.